Бывают ситуации, когда вот ты находишься в отношениях с нарциссом, и когда ты начинаешь окружающим как-то вот говорить о том, как он себя ведет, никто вообще тебе не верит. То есть ты видишь это разрушительное поведение, но когда ты людям как-то его описываешь, говорят, да нет, ну приятный молодой человек, хорошо себя как-то вот ведет, вежливый, ты вроде бы себя накручиваешь. В таком случае можно вообще начать как-то параноиться и сомневаться в собственной какой-то адекватности. Вроде как я же это ясно вижу, а все окружающие мне не верят, и они этого не видят. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня я расскажу вам о 4 причинах, по которым поведение нарцисса видно только вам, когда вы находитесь с ним в отношениях, и почему его в упор не видят все окружающие. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первая причина, почему нарцисс незаметен для окружающих людей, потому что нарциссы носят такую социальную маску, очень такую, знаете, презентабельную, респектабельную. Это один из способов такой психологической компенсации нарцисса. Ему нужно, вот где бы он ни был, в каком обществе, показать себя максимально, так сказать, вот, респектабельно и с такой с лучшей стороны. Он знает, в каком обществе, как правильно себя вести, как туда нужно быть одетым прийти, как вот правильно там себя подать. Соответственно, окружающие, которые не близки с ним, видят очень красивую такую картинку. Более того, нарцисс тому, как он выглядит, и вот этой социальной маске уделяет гораздо больше внимания, чем так в среднем люди, так сказать, потому что у него это такая болезненная штука. Ему важно выглядеть максимально хорошо. Почему же вы этого всего не видите? Потому что с вами находится в близких отношениях, и вот носить маску, притворяться он просто не может. У него не срабатывают эти психологические защиты, и он часто декомпенсируется. То есть вот когда вы с человеком общаетесь, а он вдруг обиделся, не разговаривает с вами, молчит, вот это вот пассивная агрессия. Или он стал вдруг каким-то угрюмым, или вдруг стал каким-то таким ершистым, каким-то таким токсичным. Все это проявление его неспособности обработать какие-то возникающие у него эмоции интенсивные, которые, что предполагает вообще близкие отношения. Соответственно, он таким образом себя ведет. Но окружающие этого видеть не могут, потому что с ними у него общение менее интенсивное, и там у него хватает сил как бы вот выстраивать эту красивую маску. Вторая причина, почему никто кроме вас не замечает, что рядом с вами нарцисс, связана с тем, что нарциссы достаточно просоциальны, они очень хорошо чувствуют вот эти взаимоотношения между людьми, кто на кого влияет, кто для кого важен, кто для кого является там авторитетом, какие эмоциональные связки. И когда он с вами начинает общаться, он очень скоро понимает, какие люди в вашем окружении для вас являются важными, и он старается их впечатлить. И, соответственно, когда вы начинаете замечать вот какое-то разрушительное поведение с его стороны, вы с этими людьми пытаетесь как-то поговорить, что ли, там пожаловаться, а они вам не верят, потому что у них есть уже эта красивая картинка, они уже имеют какое-то положительное впечатление об этом человеке. Третья причина, почему никто из окружающих не замечает нарциссические черты вашего партнера, связана с тем, что вы с ним находитесь в более близких отношениях, и у нарцисса есть такая штука, что для него очень важно, чтобы его никто не разоблачил. Как правило, находясь в отношениях со своим партнером, нарцисс через какое-то время уже не может притворяться, и он себя дискредитирует. Скажем, он там довел вас до слез, или, скажем, было какое-то пассивно-агрессивное поведение с его стороны, что он непонятно почему обиделся, с вами там не разговаривал какое-то время. То есть вот он вроде бы понимает, что вы знаете эту его тайну, но ему очень важно, чтобы ее больше никто не узнал. И вот вы где-то оказываетесь, не знаю, там в какой-то компании, или там семейный вечер, или еще где-то. Он на людях ведет себя очень хорошо. Примерный гражданин, примерный семьянин, он и с вами себя очень так вот хорошо ведет. Ему очень важно, чтобы вот у него не проскочило что-то в его поведении, чтобы кто-то обратил внимание, что почему ты так разговариваешь со своей женщиной. Но когда он оказывается с вами наедине, все то это напряжение, которое он удерживал, чтобы притворяться, оно может вылиться на вас. Я знаю много таких ситуаций, скажем, женщина с мужчиной там пошли куда-то, не знаю, на семейный ужин какой-то, сидят там, разговаривают, вроде все хорошо, ничего плохого, ничего вообще не предвещает, только они идут домой, и он начинает ей: почему ты позволила им так со мной разговаривать, почему ты так вот сама себя ведешь, почему ты меня туда вводишь, вы меня все не уважаете. Что случилось? Вот все же только что было нормально. Ты же только что там со всеми вроде как веселился, как-то смеялся и, не знаю, такой был компанейский. Почему сейчас ты вдруг стал таким угрюмым и раздраженным? Потому что там он держался, там он старался быть таким просоциальным, а с вами он понимает, что вы уже знаете, какой он есть, и он на вас начинает вот так вот срываться. Соответственно, если такая женщина потом начинает говорить кому-то из близких, что мы вчера вечером поссорились, ей не верят и говорят, что да как, мы же вчера сидели все вместе, все было хорошо. Наверное, тебе что-то кажется, может, ты там что-то не так сделала. И сюда же 4-я причина, почему окружающие не верят в то, что ваш партнер нарцисс, потому что людям психологически легче верить в нормальность.
Какое-то вот видеть монстра рядом с собой, это сложно. Это как-то сразу начинаешь чувствовать себя уязвимым. Потом, опять же, ваши близкие люди, но они, как правило, к вам относятся хорошо, а раз вы выбрали какого-то мужчину, они к нему относятся, ну, изначально тоже какой-то есть кредит доверия, кредит какой-то лояльности. И когда вы начинаете описывать, что вот он, не знаю, так себя ведет, там, не знаю, меня обесценивает, бывает там скандалит, какие-то вещи неприятные говорит, они к этому так относятся. Ну, она же его выбрала, ну, значит, милые бронятся, только радуются. Ну, значит, какие-то там это их проблемы, может, она немножко, так сказать, перекручивает. То есть из-за такой психологической инертности окружающих, в конце концов, вас вообще могут выставить проблемное, что вы сама его нашла, сама на него жалуется. Там, как бы, проблема не в нем, проблема в тебе. Поэтому это такой тонкий момент, очень важно, чтобы у вас были достаточно доверительные отношения с близкими людьми. Знаете, потому что бывает, у тебя есть там друзья какие-то, родственники, а когда у тебя проблемы, они тебя поддержать не могут, а начинают сами тебя топить. Тут важно тоже понимать, что у вас происходит в ближнем кругу. Если вы находитесь в отношениях с нарциссом, и вам никто из окружающих не верит, вам важно в этом вообще разобраться, что происходит, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео на канале есть ссылки на мои соцсети, пишите там личное сообщение, мы с вами договариваемся, работаем. То же самое в ситуации, когда, например, вы раньше когда-то находились в отношениях, вы из них уже вышли, но у вас есть сомнения вообще, что это было. Часто тоже с этим обращаются, потому что вроде как уже отношения не актуальны, но ты все равно не можешь это как бы выкинуть из головы, даже несмотря на то, что они прошлые. Также поделитесь, пожалуйста, в комментариях, если у вас был такой опыт, что вот вы находились в отношениях с нарциссом, вам никто не верит, с какими вы сталкивались с эмоциями, и как вы справлялись с ними, и как вы в результате с этой ситуации выбрались. Я вам буду очень благодарен, если вы поделитесь собственным опытом. Если эта тема кажется вам важной и видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.